coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Doki Doki Plus. Да, это не For the People, слава богу, я решил сделать так. Будет по два выпуска For the People и один выпуск Doki Doki. Вот так вот будет. И второе. Куда я пропал, думаю, большинство вопросов. Ну, понятно, во-первых, школа. Во-вторых, я ездил на концерт, а в-третьих, у меня пропала техника на некоторое время, доступ к ней. Я не мог записывать, из-за этого уж не обессудьте. Но это все, что я хотел сказать. И давайте приступим. Ну и вот еще. В предыдущей серии посмотрите, сейчас подсказочка выйдет с предыдущей серии, если вы ее не видели, посмотрите. Или вообще весь плейлист, если вы только зашли. Погнали! Ну и путь Сайори, разумеется. Потому что я Сайори люб. То есть, если мне обязательно надо выбирать, я предпочел бы помочь Сайори. Мы с ней живем по соседству, так что... Но Моника сказала, что Сайори будет помогать ей. Блин, ты правда нас настолько терпеть не можешь? Нет. Прости, я понятия не имела, что это будет так сложно. Просто подумай, как будет лучше для клуба. Это что за унижение и принижение в правах Сайори Любов? Я буду во все инстанции жаловаться, что это такое? Ой, боже мой. Ай, все по старому сценарию. Хрен мне, а не Сайори. Ну, из всех этих тогда уж Монику. Я думаю, что должен помочь Монике. Ура, ты выбрал меня. Погоди. Да. Моника, из нас троих тебе помощь нужна меньше всех. Но... Я согласна с Нацуки. Во-первых, твоя работа не требует никаких помощников. А во-вторых, у тебя уже и так есть Сайори. Но Олег сам решил. Какая разница? Ты его нарочно запугала с самого начала, чтобы он выбрал тебя. Ты президент клуба, Моника. Ты должна принимать взвешенные решения во благо всего клуба. Моника, ты не должна думать о личной выгоде, когда принимаешь решения. О личной выгоде? Что ты такое говоришь, Юрий? По-моему, это вы обе только и думаете, что о собственной выгоде. Ну, извини. А иначе с чего бы из-за этого... Иначе, с чего бы вы из-за этого перессорились? Это совершенно не так, Моника. Ага, нам нужно очень много сделать, к твоему сведению. И мы не справимся, если ты заставишь нас работать в одиночку. Ну, наверное, так и есть. Подумай о клубе, Моника. Если мы хотим... Чтобы наше выступление прошло успешно, нужно разумно распределить силы. Ну так что, президент, ты примешь правильное решение? Ладно, я поняла. Ох, строго говоря, это логично, чтобы Олег помогал кому-то из вас двоих. Так что, я думаю, мы так и сделаем. У тебя есть предпочтение, Олег? Да. И строго по сценарию нас обламывают. Ну, из всех этих, тогда Нацуки. Это еще и не обессудьте, я люблю всех персонажей. Просто мне кто-то больше нравится. Чуть больше. Мне кажется, выпечка это прикольно. И если я правильно понимаю, работы там завались. Так что вдвоем будет проще. Не волнуйся, выпечка это ужасно прикольно. Тебе понравится. Ты же сама только что говорила, что это потому что... Короче, проехали, да? Ладно. Ты же справишься сама, правда, Юрий? Разумеется. Я привыкла. Что уж. Ну, хорошо.
Юри, конечно, вечно в миноре, но мне все равно перед ней неловко. Ну так что, все в порядке? Нам надо еще что-нибудь обсудить? Нет, мне кажется, это все. Ну вы как? Вы в восторге? Да, все кроме выступления будет просто супер. Думаю, это не в счет. Думаю, это не в счет. А ты что скажешь, Олег? Я? Ну, мне, наверное, интересно поглядеть, что из всего этого получится. Мне этого достаточно. Твое мнение, Юрий? Юрий? Она все еще дуется. Ага. Нацуки тоже надувает губы. Это же не... Можно подумать, это что-то настолько важное. Возможно, дело не только в этом. А? Мне кажется, Юрий считает, что ее немножко недооценивают. Сперва пришлось долго думать, чтобы ей такое поручить. Потом никто не вызвался помочь. Это не означает... Нацуки окидывает взглядом всех по очереди. Так, я все верно прочел? Да, все верно. Послушай. Нацуки подходит и кладет руки Юри на плечи. Юри, ты тут правда самая талантливая. И ты понимаешь, и ты поможешь сделать то... Тьфу. Ой, сейчас запью. Ты поможешь сделать так, чтобы наше выступление всем запомнилось. Ну, то есть, пирожные тоже пригодятся, я думаю. Зато ты создашь неповторимую атмосферу. Это очень важно, то, как люди себя чувствуют во время выступления. Так что, кончай тупить и, наконец, оцени себя по заслугам. Нацуки убирает руки и отворачивается. Ты это не всерьез? Ведь правда? Не совсем, но... Юри не единственный, кто не может прийти в себя от удивления. Нас с Моникой тоже ошарашили слова Нацуки. Вот уж от кого никто не ожидал теплых слов поддержки. Но я начинаю догадываться. Нацуки попыталась сделать то, что на ее месте сделала бы Сайори. Даже если у нее это не совсем получилось, она постаралась подобрать те же слова, которые сказала бы Сайори в такой момент. Потому что Сайори всегда помогает другим, вызывает на лице улыбку, создает хорошее настроение. Я прошу прощения, что затупила. Постараюсь все сделать как можно лучше. Мы все постараемся, и это будет отличное выступление. Да. Я очень надеюсь, что все приложат усилия. Ну вот, на сегодня все. Нам пора расходиться. Хорошо, но я задержусь еще немного. Я сегодня почти ничего не прочитала. Нет проблем, конечно. Все собирают вещи. Я иду за Юрием и Моникой к выходу. Они болтают друг с дружкой. Эй, а ты куда? Нам еще надо продумать планы на выходные. А то ты пришел бы домой и только там сообразил бы, что не знаешь, как со мной связаться. А ведь и правда. Я сам понять не могу, как это вылетело у меня из головы. Блин, хорошо, что я тебя задержала. Я тебе дам свой номер, ага. Только не воображай ничего такого. С какой стати мне что-то воображать? Нацуки диктует мне свой телефон. Ладно, я приду в воскресенье. Все для выпечки принесу с собой. Постой, ты собираешься прийти ко мне? Ну да. Что тут такого? Ну, я думал, что раз уж я тебе помогаю,
Значит, я должен прийти к тебе домой? Еще чего? Я вот только мальчишек к себе не звала. Меня папа убьет. Правда? Он у тебя такой строгий? Это перебор, я считаю. Не то слово. А мне, по-твоему, каково? Я ничего делать не могу, когда папа дома. Ладно, пожаловалась и хватит. Телефонами мы с тобой обменялись. Больше мне от тебя ничего не надо. Я СМС пришлю, когда соберусь к тебе. Договорились? Договорились? Да. Я наконец-то смогу тебе показать, почему я так люблю печь. И ты полюбишь мои пирожные еще сильнее. Ого! Ты же вроде сама говорила, что поручишь мне самую грязную работу. Ну, я это просто так говорила. Я же не могла, всем остальным показать, что жду этого с нетерпением. Что, правда? Ну, вроде того. Но это только потому, что я никогда ни с кем вместе не пекла. Вот и все. Да, понятно. Прости за лишние эмоции. Ладно, я пойду. Увидимся в воскресенье. Ладно. Честно, я ее выбрал, потому что она одновременно именно унижает главного героя. Вот, зашибенно. Угу. Поверить не могу. Нацуки придет ко мне домой в воскресенье? Хотя лично я предпочел бы заниматься этим с Сайори. Тревога не покидает меня. Я вроде как привык с ней общаться. Но кто знает, что может случиться, когда мы окажемся за стенами школы. Она даже сказала мне, что ждет этого дня с нетерпением. Я трясу головой. И почему я так нервничаю насчет того, как бы Сайори обо всем не узнала? Мы же с ней совсем не так друг к другу относимся. И вообще, Моника сказала, что это все ради клуба. Мне не о чем беспокоиться. Надо расслабиться и получать удовольствие. Вот за это вот и бесит меня этот герой. За его тугодумность. Потому что ему все время хочется треснуть по башке, честно говоря. А вот и воскресенье. Скоро придет Нацуки. И чем дальше, тем сильнее я нервничаю. Не переставая твержу себе, что нечего дергаться. Но легче не становится. Интересно, без посторонних она будет себя вести по-другому? Тем временем Нацуки постоянно шлет мне смски. Мы обменялись сообщениями поначалу. Просто ради проверки. Но потом это превратилось в настоящий разговор. В сообщениях она совсем другая. Куча смайликов и эмодзи. Ужасно мило. Еще она вечно на что-то жалуется. Но я от нее другого и не ожидал. А если не думать про Нацуки, я не получил ни одной весточки от Сайори с того момента, как она ушла из клуба. Конечно, мы с ней не обмениваемся смс-ками каждые 5 минут, но я все равно беспокоюсь. Не могу не думать о том, что я услышал от Сайори и что потом мне сказала Моника. Если Сайори правда ко мне что-то чувствует, имею ли я право этим пренебрегать? Возможно, я нужен ей прямо сейчас? Прямо сейчас? О нет. У меня плохое предчувствие. Я решаю навестить Сайори, пока ко мне не пришла Нацуки. Как обычно, я не звоню и не спрашиваю разрешения. Просто иду к ней и все. Я подхожу к дому Сайори, стучусь и прохожу внутрь. В детстве мы так часто играли вместе, что в этом нет ничего странного. Мы росли почти как брат и сестра.
В доме тихо. На первом этаже Сайори не видно. Наверное, она у себя в комнате. Хотя это странно, что она не выбежала мне навстречу. Я поднимаюсь на второй этаж и наконец нахожу ее там. Сайори? Привет, Олег. Она жива? Блин. А вот они изменения. Вот чего я ждал. Она живая, черт возьми. Неужели у нас есть шанс спасти ее? Блин. Я захожу к ней в комнату и сажусь. Сайори натягивает улыбку, но я вижу, что она сама не своя. Между нами повисает молчание. Ты давно ко мне не заходил, просто так. Ну да, наверное. Давно. Мало что изменилось, правда? В комнате у Сайори царит привычный бардак. Все те же плюшевые игрушки и постеры на стенах, они у нее много лет. Хе-хе-хе. Если бы ты приходил чаще, тут было бы больше порядка. Это потому, что я у тебя делаю уборку. С чего это вдруг ты сегодня явился? К тебе же вроде бы должна прийти Нацуки. Да, но... Постой, а откуда ты знаешь? Сайори ведь ушла из клуба раньше, чем мы все это решили. Моника мне сказала. Она держит меня в курсе подготовки к фестивалю. А чего ты ждал? И правда. А ты почему сидишь дома? Ты же Монике должна была помогать. Ну да, только я ей по сети помогаю. Мы встречаться и не планировали. А выходит, это только Нацуки ко мне придет? Ага. И опять повисло молчание. Повисает молчание, да? Сайори смотрит в пустоту. Она и правда ведет себя очень странно. Это совсем на нее не похоже. Наконец я решаюсь сказать, зачем пришел. Я просто хотел узнать, как у тебя дела. Ты рано ушла в пятницу. Когда с тобой что-то не так, даже не пытайся от меня это скрывать. Я слишком хорошо тебя знаю. Так что... Сайори улыбается, качая головой. Это все никуда не годится, Олег. Зачем все вдруг поменялось? Было же так хорошо. Я сама во всем виновата. Нельзя было проявлять слабость и высказывать свои чувства. Если бы я не сглупила, тебе не о чем было бы беспокоиться, и ты бы сюда не пришел. Ты бы сейчас вообще обо мне не думал. Но это мое наказание, да? Я наказана за свой эгоизм. Наверное, потому мироздание и направило тебя ко мне сегодня. Просто чтобы меня помучить? Хи-хи-хи. Сайори. Я хватаю Сайори за плечи. Что за чушь ты несешь? Ты себя слышишь вообще? Я знаю, что-то с тобой стряслось. Иначе ты бы так себя не вела. Так скажи мне правду, наконец. Иначе я ни о чем другом не смогу думать. О, ха-ха. Сайори улыбается, но ее улыбка кажется совершенно пустой. Ты загнал меня в ловушку, Олег. Но ты ошибаешься. Ничего со мной не стряслось. Я всегда была такой. Просто ты впервые это видишь. Что вижу? О чем ты, Сайори? Хе-хе-хе. Тебе обязательно надо заставить меня сказать это вслух. Да, Олег? Ладно, ты не оставил мне выбора. Дело в том, что я всю жизнь страдаю от депрессии. Понимаешь? Как по-твоему, почему я каждый день опаздываю в школу? Потому что чаще всего я даже не могу заставить себя подняться с
с постели. Какой смысл что-то делать, когда я точно знаю, что я полное ничтожество? Зачем ходить в школу? Зачем есть? Зачем заводить друзей? Зачем предлагать другим людям тратить на меня силы и время, когда это все равно не имеет смысла? Вот так я и живу. Поэтому мне хочется одного — сделать всех вокруг счастливыми, чтобы никого не беспокоил, чтобы никто не беспокоился обо мне. Я в шоке. Не знаю даже, как на это ответить. Неужели Сайори скрывала это от меня все время? Что мы с ней знакомы? Неужели она и правда хочет одного, чтобы я о ней не беспокоился? Сайори, но почему? А? Почему ты никогда мне об этом не рассказывала? Я же твой друг, и сейчас у меня такое чувство, будто меня предали. Ведь если бы я знал, я бы сделал все, чтобы тебя поддержать. Даже если бы проку от меня было немного. Я бы каждый день старался сделать хоть что-то, лишь бы тебе стало лучше. Для того и нужны друзья. Ты должна была мне сказать. Ты ничего не понимаешь? Ты ничего не понимаешь, Олег. Как ты думаешь, почему я ни о чем тебе не рассказывала? Потому что тогда ты бы тратил на меня силы и время, вместо того, чтобы заниматься чем-то действительно важным. Я не хочу, чтобы обо мне заботились. Очень странное ощущение возникает, когда люди так себя ведут. Иногда приятное, но чаще всего это как молотком по голове. Ха-ха. Потому я и хотела, чтобы ты подружился с кем-то кроме меня. Когда все вокруг счастливы, я довольна. Но потом я осознала еще кое-что. Когда увидела, как ты сближаешься с другими девочками в клубе, у меня сердце разорвалось на части. Вот и все. Потому я и сказала, что мировоздание хочет меня помучить. Куда ни ступишь, повсюду боль. Ха-ха. Ты правда, я ничего не понимаю. Тьфу, ты права, я ничего не понимаю. Я совсем не понимаю, что ты чувствуешь, Сайори. Но мне и не нужно ничего понимать. Я хочу, чтобы тебе стало лучше, и ради этого я готов на все. Нет, Олег, ты ничем мне не поможешь. Равным счетом ничем. Мне надо было все оставить как есть, но теперь уже поздно. Я повела себя как эгоистка. И теперь ты наконец узнал, какая я ужасная внутри. Слезы текут по щекам Сайори. Я из эгоизма затащила тебя в литературный клуб, и теперь в наказание у меня разрывается сердце. И я представить такого не могла. А теперь ты пришел сюда, и я тебе тоже причинила боль. Я слабая, я эгоистка, и ничего другого во мне нет. Потому я приму свое наказание. Я это заслужила. Не раздумывая, я вновь хватаю Сайори за плечи. И на этот раз стискиваю ее в объятиях. Олег. Сайори, мне плевать, что ты считаешь себя эгоисткой. Я рад, что ты привела меня в клуб. Я вижу тебя там каждый день, и это для меня главное. То, что у тебя стало больше друзей, это тоже хорошо, конечно. Ой, тьфу. То, что у меня стало больше друзей, это тоже хорошо, конечно. Но прошу тебя, запомни, что я в первую очередь думаю о тебе, и это никогда не изменится. Олег. Сайори не обнимает меня в ответ.
Хотя я сжимаю ее в объятиях, ее руки безвольно висят вдоль тела. Она всхлипывает у меня над ухом. «Нет, не надо так со мной. Прошу тебя, перестань. Олег, я...» Сайори захлебывается рыданиями, ее слов почти не слышно. Я понятия не имею, правильно я себя веду или нет. Неважно, но важно одно, чтобы Сайори поняла, насколько она мне дорога. Если ты хочешь считать себя эгоисткой, тогда я тоже буду эгоистом. Мне плевать, что для этого потребуется, но я придумаю, как все изменить. Я помогу тебе с этим справиться. И если ты понимаешь, что я мог бы сделать прямо сейчас, ты обязана мне сказать. Если не скажешь, я разозлюсь. Я не знаю. Я не знаю. Сайори медленно обнимает меня в ответ. Я ничего не знаю. Мне страшно. Я не понимаю, что я чувствую, Олег. Я могу либо чувствовать совсем ничего, либо чувствовать боль. Но у тебя такие теплые руки, и это тоже очень страшно. Сайори отпускает меня. Я тоже. И тогда я тоже отпускаю ее. Завтра фестиваль. Да. Будет весело, правда? Да. Хочешь, мы везде будем ходить вместе? Я этого хочу. Честное слово. Тогда, наверное, мне будет приятно. Да. Сайори вытирает глаза. Я бы остался тут на весь день, если бы только мог. Но как назло, сегодня у меня другие планы. Но, может, отменить это все? Не смей. Прошу тебя, не надо. Если ты это сделаешь, я точно тебя не прощу. Но скоро ко мне домой придет Нацуки. А давай ты тоже придешь и поможешь. Будет весело. К моему удивлению, Сайори качает головой. Извини, я не уверена, что сегодня это пойдет мне на пользу. Понимаешь, да? Вообще-то нет. Мне трудно тебя понять. Но я стараюсь изо всех сил. Ничего, ты, главное, не беспокойся. Так что до завтра? Договорились. Жду с нетерпением. Ну, а вот... тут вот как раз идеальное место для того, чтобы закончить. А уже в следующей серии мы начнем печь пироги с Нацуки и узнаем, что будет дальше. Ой. Ну что ж, честно скажу мнение. Сейчас мне прям нравится, куда все идет. Мне кажется, что они изменили в игре довольно много, и, возможно, у меня даже шанс будет спасти Сайори. Кто знает, вдруг получится. Я буду на это очень сильно надеяться. Ну что ж, попрошу вас, если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий с мнением, предложением, может, игры, если хотите. Подпишитесь, поставьте колокольчик, если вам нравится то, что я создаю, и вы хотите видеть, узнавать о выходе моего творчества первыми. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.